Меня зовут Петров Геннадий. Вы на канале Pro et Contra. За и против. Мы продолжаем свой рассказ о нашем первом посещении Марианских лазней 15 лет назад. Итак, второй день нашего пребывания. Владелец нашего апартамента Ростислав в этот день невольно сыграл с нами злую шутку. Он нам предложил провести этот воскресный день в известном заповеднике Кладска, который находится совсем недалеко от Марианских лазней. И взялся нас сюда привезти. Естественно, мы с удовольствием согласились. Приехали сюда. Красивая живописная дорога, легкий серпантин. Кладска находится совсем близко от Марианских лазней. Всего 9 километров. И вот мы здесь. Вы, наверное, с нетерпением ожидаете моего рассказа о местных торфяниках, болотах, карликовых соснах, росянках и так далее. Этот рассказ впереди, а начну я издалека. История этого заповедного местечка на редкость интересна. В XII веке обширные леса в этом районе принадлежали владыке Сизиму, а впоследствии его сыну Гразнате. Гразната известен как основатель Тепельского монастыря. Эти леса, как дремучие леса, были неприкасаемы. Это была пограничная область, и здесь была запрещена вырубка леса и основание новых поселений. И так продолжалось многие века, практически до 15 века, в котором было построено первое инженерное сооружение в этом регионе – длинный водосточный канал. Его протяженность составляла до 50 километров, а в настоящее время примерно известно о 25-километровом отрезке. Он служил для сплава леса и для приведения в действие оборудования, которое использовалось для добычи руды в местном регионе. Леса в регионе Горного Славкова и Красна стало недостаточно, и его переправляли из Кинжватских лесов до Славкова и до Красна по этому каналу. Это инженерное сооружение стало возможным из-за того, что был значительный перепад высот. От Кинжвата где-то там более 800 метров до Славкова 500 метров, перепад был примерно 230 метров, и удавалось получить достаточно мощный поток с большой скоростью. Канал был небольшой, он имел где-то ширину 2 метра, глубину метр, и был укреплен, стены были укреплены, что позволяло сплавлять лес в большом объеме и достаточно с большой скоростью. Долгое время, точнее века, эти дремучие пограничные леса и мистические болота были практически необитаемые. Все изменилось в 1873 году, когда на горизонте появился очень интересный персонаж. Богатый немецкий князь Отто Фридрих Шонбург-Вальденбург. Он купил эти земли у Славковского горного управления за 600 тысяч золотых немецких марок. Площадь всех этих угодий составляла 6 тысяч гектаров. Он был очень оригинальный товарищ, неординарный. И когда в 1873 году, в этом же году, в Вене проходила этнографическая выставка альпийских стран, ему особенно понравилась швейцарская экспозиция. Недолго думая,
После окончания выставки он приобрел всю эту экспозицию, все, что там было выставлено. И спустя 2 года по его команде были эти дома разобраны, погружены в 22 железнодорожных вагона и перевезены в Богемию, в Кладску. Здесь под наблюдением швейцарского архитектора все эти дома были собраны. Первое строение, которое здесь появилось, это небольшой охотничий замок, который расположен за моей спиной. Кроме замка была построена кузница, был построен постоялый двор у такующего Тетерева, и было построено 2 дома для прислуги. Кроме этого, здесь была построена арендная контора, ну и, как полагается, домик кучера и несколько хозяйственных построек. Таким образом, в этом живописном месте появилась деревенька в тирольско-альпийском стиле, которая по-немецки называлась Глетцен. Позднее она была переименована по-чешски в Кладску. Когда в 1893 году князь Отто Фридрих умер, родовое поместье наследовал его сын Отто Сигизмунд. Кладска стала любовью принца, так как он любил природу, любил лес, занимался разведением диких животных. Он продолжил дело своего отца, развивал Кладску, строил новые дома. За моей спиной вы можете видеть бывшее здание лесной администрации, которое было построено Сигизмундом в 1906 году по проекту швейцарского архитектора, которое было выдержано в том же стиле, в котором строил дома и Отто Фридрих. Сейчас здесь располагается апарт-отель с апартаментами, который называется «Шале Кладска». Князь Отто Сигизмунд долгое время оставался холостяком и женился только после своего 50-летия. Его супруга Эмилия Фредерика Ханшке была младше его на 10 лет, не была знатного рода, а была актрисой и певицей. Но Эльфрида, как все ее называли, вскоре покорила всех своим добрым характером, была очень дружелюбная и веселая. Во время владения князем Кладский район, второй по величине в Чехии, процветал. В красивом месте насчитывалось более 1000 оленей и приезжало множество редких посетителей. Но, увы, ничто не вечно под луной, и князь Зигмунд умер в возрасте 70 лет в своем замке в Кладске и был похоронен в этой гробнице в лесу за своим замком. Его вдова жила здесь до 1945 года, но в конце войны она была вынуждена бежать в Германию, когда советские солдаты собрались захватить этот район. Она пережила своего мужа на 28 лет и умерла на Боденском озере в 1964 году. А Кладска, как немецкая собственность, перешла в собственность чешского государства. Ну и, наконец-то, та часть сюжета, которую вы наверняка с нетерпением ждали. Прогулка по торфянику и по болотам. Начинается она с солнечных часов. Работают они совершенно элементарно. Нужно встать на эту дощечку, и ваше отражение четко покажет, сколько сейчас времени. Не просто встать на дощечку, а встать на тот месяц, который сейчас есть. Да, Но там еще месяца. Написаны, вот Лада сейчас встанет. Лада, давай, становись. 6-й месяц. Покажем это шоу. Так. Встала.
показывает, что сейчас половина непонятно чего. 15 часов, Половина четвертого. половина четвертого. Но там еще надо прибавить в соответствии с днем месяца. Еще прибавить там по... Ну, приблизительно правильно, потому что сейчас 4 часа 15 минут. 16:23. Даже 23. То есть надо добавить какой-то коэффициент, и будет точно. Плюс-минус. 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 Ну, а мы по научной дорожке продвигаемся дальше. По ходу я вам что хочу сказать, что весь этот торфяник имеет огромную площадь, 300 гектаров. И состоит из 5 частей. Одна из частей доступна для прогулок туристов. Мы как раз сейчас на ней находимся. Она называется Тайга. По пути встречаются не только такие красивые колокольчики, но и на заднем плане болотные березы. Они имеют вот такую своеобразную форму. Стройность, конечно, сомнительная, но очень характерный вид флоры. А это, как пишут, а мы склонны верить, это голубая ель. Тоже такая корявенькая. А за этим колокольчиком живописное небольшое озерцо. С дощечкой, которая называется «А ну-ка, упади». Очень живописная, красивая и необычная, выразительная трава. Больше эпитетов у меня нет. Придумайте сами. А мы продолжаем свою прогулку и свой рассказ. А это явление природы называется черовейник. Это на макушке дерева такое вот круглое образование. Причин точных возникновения мы не знаем, но одна из причин, возможно, это либо мутации, либо какие-то паразитические образования. Живописный остров встретился нам по пути. Робинзона на нем не видать. Что-то здесь подозрительно булькало. Возможно, рыба или бобер. А в этом месте озера начинается длинный водосточный канал, о котором мы вам рассказывали в начале. Вот мостик через него и продолжение канала. Ну, здесь он пошире, чем 2 метра, как я вам рассказывал, потому что это самое начало. И он идет через деревню Новувес, через Красно, через Горный Славков, аж в сторону Локтя, о котором тоже будет у нас отдельный сюжет. Еще один остров в конце этой части дорожки. А мы двигаемся дальше. Вот эту беседку Лара утверждает, что помнит. А ты не помнишь? Я не помню вообще. Идем смотреть, что за беседка. Беседка оказалась непростой. В ней хранится книга посетителей. Опа! Отзывов и предложений. Отзывы предложений. Сейчас Карандашик. напишем что-нибудь. Сейчас Ларчик напишет. Как нам тут понравилось. Александр Дюма, Марианские лазни, Клацка, 15 лет спустя.
А здесь, я думаю, водится водяной. Кикимора и леший. Хотя чехи утверждают, что здесь живет ежин с башен. Jožin z Bážin močálem se blíží, Jožin z Bážin k vesnici se blíží, Jožin z Bážin už si zuby brousí, Jožin z Bážin kouše sa jerdousí, na Jožina z Bážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze práškovací letadlo. Закончилась наша прогулка по лесной научной дорожке, и мы вернулись большим кругом к охотничьему замку. Здесь же, в Кладске, рядом с научной тропинкой, с болотами, находится ресторан у Тетерева, куда мы и отправились после прогулки по болотам. Этот ресторан замечателен тем, что здесь подают в основном блюда из дичи. Кроме ресторана у Тетерева, в Кладске есть и другой ресторан, который вы видите сейчас на экране. Это пансион и ресторан, просто Кладска называется, с похожим ассортиментом, как у Тетерева. Здесь вы можете отведать блюда из дичи, рыбу и традиционные блюда чешской кухни. После ресторана у Тетерева мы уже собрались домой. Подошли к автобусной остановке и с удивлением обнаружили, что в воскресенье никакие автобусы из Кладски до Марианских лазней не ходят. Ничего не оставалось, как идти пешком. У местных мы узнали, что если идти по дороге, то это примерно 8 километров, 7-8 километров. Если по лесу, как мне показалось, будет короче. Когда мы ехали сюда с Ростиславом, дорога была достаточно серпантинистая. Я решил, что если напрямую срезать через лес, как я очень люблю, мы дойдем быстрее. Действительно, когда мы зашли в лес, мы увидели знак, указывающий, что до Марианских лазней 6 километров, и бодро двинулись вперед. Прошел час, Митя начал уставать, да и мы, в общем, после плотного обеда чувствовали себя не очень бодро, совсем не хотелось такой долгой прогулки. Где-то только на второй час мы увидели впереди что-то напоминающее Марианские лазни. Это был свет в конце тоннеля. Практически полуживые мы подошли к своей вилле, к своему апартаменту. У подъезда нас, как ни в чем не бывало, ждал Ростислав. Он искренне удивился, что автобусы в субботу не ходят, посочувствовал нам. Но когда мы сказали, что пришли его убивать, он проставил нам бутылочку сливовички, и мы выкурили трубку мира. Да, Кладска для нас место мистическое. Это по скриптум к нашему видео. Как вы помните, 15 лет назад мы здесь оказались в воскресенье. Не было автобусов. Мы пошли пешком через дремучий лес. 2 часа плутали, пока вышли на улицу Тшибицкого. Когда мы несколько дней назад решили снять сюжет о Кладске 15 лет спустя, все прошло
тоже достаточно фантастический. Мы сняли половину материала, ничего не предвещало, сняли вторую половину, и только дома мы выяснили, что вторая половина без звука. То есть мистика здесь во всем. И что ожидать от Кладски, мы уже не знаем. Сегодня, когда мы сюда ехали, впервые за долгие годы на дороге нас останавливает таинственная полицейская машина. Смотрит на мои документы с подозрением. Говорит, что-то здесь не то. Долго проверяет, совершенно серьезно. Возвращаются к нам и говорят, вы нарушили. Здесь нельзя ездить. В это время здесь ездят автобусы. За 15 лет впервые мы с таким столкнулись. Заплатили 100 крон, и по-хорошему надо было возвращаться домой и ничего не снимать. Но мы упорные, поехали. Снова начали снимать. И где-то в середине съемки, как и в прошлый раз, я пошел в машину за штативом, успешно открыл багажник, взял все, что мне надо, захлопнул багажник, вместе с ключом от машины, вместе с мобильными телефонами, вместе с ключом от дома, с документами. Все, мы остались только с фотоаппаратом. И скажите после этого, что это не мистическое место. Пришлось заказывать такси, ехать домой, брать лестницу у соседа, брать деньги у него, чтобы расплатиться с такси, залезать на второй этаж. Слава богу, в доме оказались вторые ключи от нашего кабриолета. Дальше мы на своей машине уже вернулись здесь и досняли сюжет. Осторожней, Кладска – место мистическое.